Здравствуйте, друзья! Время от времени возникает необходимость обновления информации по тем или иным устройствам, например, расширение списка поддерживаемых систем и способов интеграции. И этот обзор будет посвящен тематике логических ZigBee выключателей Aqara Opal, про которые я уже рассказывал в свое время. В этом обзоре мы поговорим про четырехклавишную версию, так как именно про нее я еще не рассказывал. Но все сказанное в этом обзоре будет актуально для двух- и шестиклавишных выключателей, про которые я уже рассказывал. Производитель Aqara Opal, модель VX-CJ-KG12LM. Соответственно, двух- и шестиклавишные версии имеют цифры 11 и 13. Интерфейс управления ZigBee 3.0, размер 86 на 86 на 15 мм. Диапазон рабочих температур от минус 10 до плюс 50 градусов. Влажность от 0 до 90%. Питание батарейка CR2032. Обилие иероглифов на коробке и отсутствие цвета в оформлении сразу дает понять, что это версия для внутреннего китайского рынка. Глобальные версии красивее оформлены и коробки там намного больше. Здесь же размер минимально необходимый для того, чтобы все поместилось, видимо потому, что производитель не рассчитывает на дальнюю пересылку. Тем не менее, все пришло в полной целости и сохранности. В комплекте поставки, кроме самого выключателя, имеется небольшая инструкция. Два винта для крепления в квадратном подрозетнике и двусторонний скотч, для случая, если устройство будет крепиться прямо на стене. Инструкция полностью на китайском, но на самом деле ничего важного в ней нет. Все, что нужно знать про этот выключатель, я расскажу в этом обзоре. Конструкция всех выключателей линейки одинакова, отличие только в количестве кнопок. Герой обзора — это средняя модель на 4 кнопки. Выключатели состоят из двух частей. Это рамка, которая закрепляется стационарно на винты или двусторонний скотч, и модуль управления, где находится вся логика и кнопка. Между собой они соединяются при помощи магнитов. Рамка, в свою очередь, тоже разделяется на две части. Под декоративной крышкой находится отверстие для винтов для случаев крепления на квадратном подрозетнике. Если использовать скотч, то идущие в комплекте три полоски нужно клеить продольно попеременно с находящимися на рамке резинками. А на задней части центрального модуля находится еще одна кнопка сопряжения. Вот для наглядности центральные модули на 4 и 6 клавиш. Их размер в точности совпадает, только полоски клавиш на старшей версии уже. Рамки вообще ничем не отличаются, туда с одинаковым успехом ставятся любые модули. Без разборки тут не обойтись, так как это единственный способ добраться до элемента питания. Правда, делать это нужно раз в несколько лет. При помощи обычной пластиковой карты нужно поддеть и снять клавиши. Под ними находится рамка на одном винте. Снимаем рамку и получаем доступ к плате управления. На нижней части корпуса видна пара магнитов, которые нужны для крепления к рамке. Платы тоже делаются стандартные. В этой версии установлены 4 кнопки по углам. В версии на 2 клавиши только 2 по центру. Соответственно, в шестиклавишной версии используются все посадочные места для кнопок. Кстати, разница в цене между ними весьма невелика, примерно в 10-15%. С задней стороны находится батарейка, добраться до нее можно только таким образом. А это используемый здесь модуль управления. Логическую часть начнем с Mi Home. Подключаю я специально от устройства, а не через шлюз, чтобы показать, что круглые шлюзы Xiaomi второй версии не могут работать с этими выключателями. А третья версия Midze и круглый шлюз Aqara может. Для сопряжения нужно на 5 секунд нажать кнопку сзади. В конце процесса подключения нужно выбрать локацию, задать имя устройства. После этого новый выключатель появится и в общем списке устройств, и в перечне дочерних устройств того шлюза, который был выбран при подключении. В плагине выключателя на главном окне имеется лог срабатывания выключателя и кнопка перехода в меню автоматизации. В принципе, больше ничего особенно интересного тут нет. В автоматизациях устройство может работать только в разделе «Если», как триггер. В Mi Home сначала идет выбор кнопки, героя обзора их 4, и на каждую кнопку доступно по 3 варианта событий. После выбора условия в автоматизации видно, какая кнопка и какое действие на нее заданы. Кстати, при использовании модификации Mi Home с сайта copyba.ru, ссылка в описании, можно применять и условия. Например, тут включена проверка, что лампочка должна быть выключена для сработки автоматизации. Выключатели работают и в родной для производителя системе Aqara Home. Выбираем устройство из списка и указываем шлюз, у меня это Aqara M2. Далее зажимаем заднюю кнопку на выключателе и ждем завершения процесса подключения.
Тут устройство появляется в виде 4 отдельных кнопок, каждая из которой можно задать свой внешний вид. А это выключатель в списке устройств системы. В настройках плагина тут особенно ничего интересного тоже нет, поэтому перейдем к автоматизации. Тут, естественно, тоже только раздел «Если». Выбор здесь в другом порядке относительно Mi Home. Сначала выбираем один из 3 триггеров, потом только кнопку. После этого выбираем действие и автоматизация готова. В Aqara Home для iOS все выглядит точно так же. 4 кнопки в главном окне и выключатель в списке устройств. Да, чуть не забыл, все же есть в настройках один любопытный пункт. Это уровень качества сигнала ZigBee. Еще немного об автоматизациях. В Aqara Home можно реализовывать не только простые сценарии типа нажать-включить, но и использовать состояние устройства как условие в сценариях. Например, в этом сценарии при нажатии кнопки реле выключится только в том случае, если оно включено и его потребление менее 10 Вт. Вот как это работает. Включенная лампочка потребляет более 12 Вт, то есть больше, чем указано в условии сценария. Поэтому реле никак не реагирует на нажатие кнопки выключателя, автоматизация не срабатывает. Выкручу лампочку из патрона. Потребление снизилось до нуля и теперь отвечает условию автоматизации. И теперь она срабатывает, отключая реле по нажатию на кнопку выключателя. А с лампочкой она снова не работает. Через шлюз, выполняющий функцию моста, выключатель попадает и в Apple HomeKit. На странице отображается одной кнопкой, но если зайти в нее, обнаруживаются все 4 с 3 вариантами воздействия на каждую из кнопок. Все 12 вариантов, или 18 для 6-клавишной или 6 для 2-клавишной версии, могут использоваться в качестве триггеров для автоматизации в Apple HomeKit. Взаимодействие с Home Assistant начнем с интеграции Xiaomi Gateway от Alex IT. К третьему шлюзу мы подключали при тестировании в Mi Home, а если прошивка позволяет шлюзу работать с Home Assistant, то выключатель появится и тут. Он состоит из 2 сущностей: сенсора Action, которые будут транслироваться нажатия, и сенсора уровня заряда. Home Assistant дается по 5 вариантов нажатий: 1, 2 и 3 раза удержание и отпускание клавиши после удержания. Таким образом, всего 20 действий для 4-клавишной версии. Работает устройство и ZigBee to MQTT. На тестовом сервере я использую стик CC2531 с прошивкой ZStack 3.0. Включаем режим добавления новых устройств. На выключателе зажимаем клавишу, переведя его в режим сопряжения. Ждем завершения интервью и добавления устройства в систему. Устройство опознается и добавляется совершенно корректно. Выключатель имеет автономное питание, поэтому является конечным устройством. Тут определяется 3 сущности: сенсор Action и уровни заряда элемента питания и качество сигнала радиосети. Количество действий тоже по 5 на каждую клавишу. Названия, которые прилетают в сенсор Action и должны будут использоваться в автоматизациях, можно увидеть, например, в MQTT Explorer. Все это прилетает в Home Assistant в виде отдельных 3 сущностей. Выключатель поддерживает функцию прямого биндинга, то есть прямое управление устройством без задействования координатора. Эта фишка даже указана в описании ZigBee светильника в Aqara Opal. Давайте свяжем его и реле Aqara T1. При помощи MQTT Explorer пишем в ZigBee to MQTT Bridge topic bind с названием выключателя сообщение с названием реле, к которому мы хотим его привязать. Далее в topic set самого выключателя отправляем команду на изменение операционного режима состояния команд, и выключатель привязывается к реле. В результате клавиша 2 включает реле, клавиша 1 выключает. Это самая стабильная связка, работа идет напрямую и не зависит ни от чего, но правда не самая гибкая и удобная. Для отключения в обратном порядке возвращаем режим ивентов и шлем команду с именами устройств в topic unbind. Либо просто сбрасываем кнопкой выключатель, это проще. Полная поддержка устройства имеется и в SLS шлюзе. Переходим в раздел Join. Переводим выключатель в режим сопряжения и ждем, пока не пройдет интервью и устройство не подключится. Выключатель появился в общем списке устройств и доступен для управления. Все, включая изображение выключателя, опознается полностью корректно. Вариантов нажатия тут тоже 5. В системах Mi Home и Aqara Home посчитали, что тройное нажатие и релиз не нужны, хотя физически устройство транслирует эти события. В отличие от ZigBee to MQTT, тут пробрасывается 5 сущностей.
Еще напряжение на батарейке и операционный режим, про который мы уже говорили. А еще тут есть режим программного биндинга. Правда, в эту связку добавляется еще одно звено в виде самого шлюза, но настраивать можно гораздо гибче. Например, на переключение реле по одиночному клику первой кнопки. Такими связками уже реально пользоваться в несложных кейсах. А прямой биндинг, как по мне, хотя и очень надежен, но при этом менее применим. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Также напоминаю, что все самое интересное, новости, обновления, а также акции и купоны на товары умного дома вы можете найти в моем телеграм-канале, ссылка в описании. До свидания, до новых встреч.